Всем привет, brothers and sisters! Сегодня мы с вами окунемся в мир ручных грызунов и подскажем, можно ли оставить мыши без хвостов, при этом ставя хедшоты в соревновательных играх. Также научим расставлять ловушки, чтобы подобрать идеальную мышь для вас. Тише. Ну ты опять мышей этих притаскиваешь. Ну сколько можно уже? Мыши завелись. Ну ладно, молодец. Ты чё её хвост отгрыз? Она же бесполезная теперь. Какая мышь без хвоста вообще? Достал уже. Постоянно им хвосты отгрызает еще. Потом же невозможно пользоваться вообще. Инпут-лаг такой. Ой, Мышки, как и девушки, бывают разные. Есть стрёмные, дешевые, бомжихи обоссанные. Но есть другие мыши, которые, например, якобы болтотявские, модные. И вы готовы будете вытрясти весь кошелек только за то, чтобы получить красивую обертку. Уточню сразу, мы сегодня не будем говорить о каких-то офисных вариантах, мы рассматриваем только игровые мыши. Однако же оговорюсь, то, что и в рабочих задачах игровые мыши выполняют свои функции ничуть не хуже. Преимущество без провода, на мой взгляд, очевидны. Однако же я всегда выбирал проводные мыши, потому что задержку ввода никто не отменял. Но прошло много времени с тех пор, когда беспровод считался чем-то зазорным для геймеров. И сейчас, если вы думаете, что беспровод уступает проводу, то, видимо, у вас, как и у меня, задержка в развитии. Но не та, о которой вы подумали. Однако же болтать не мешки ворочить, поэтому погнали проверим наших подопытных в деле. Итак, сегодня у нас две довольно популярных модели проводных мышей Logitech G102, G502 и две беспроводные Blazer, то есть Razer Vasilisk и MSI GM41. Сравним их в тестах, где для начала посмотрим на input-lag двух видов подключения. А затем сравним сенсоры на срыв на низких значениях DPI и посмотрим, насколько они комфортны в использовании. Проводятся тесты почти в идеальных условиях и имеют повторяемость около 0%. Хоть и выглядит это нелепо, но согласитесь, задумка хорошая, так как специального суперблатного оборудования у нас нет. Мы просто будем считывать, через сколько миллисекунд после начала движения мыши сдвинется курсор на экране компьютера. И да, мы знаем, что input lag также есть, и у монитора в том числе, но нам похер. Так у нас получилось следующие результаты, которые говорят только об одном. Что разницы абсолютно никакой нет. А теперь рубрика «Эксперименты». На срыв сенсора, конечно же. И здесь уже подопытные крысы показали, что даже на бюджетном сенсоре Mercury в G102 никаких срывов нет. Ну и напоследок кратко глянем на наших испытуемых. Начнем с G102. Очень хорошая мышь бюджетного сегмента, удобно лежит в руке, даже если у вас огромная лапа. По весу имеет в себе 85 грамм, ножки скользят неплохо, но рекомендуем заменить на белые глайды для лучшего скольжения. Сенсор Mercury себя показывает хорошо. Грубо говоря, это стартер-пак мышь для геймера. Думаю, многие начинали именно с нее, как и я. G502 уже рангом повыше, но имеет свои нюансы в виде большого веса. Целых 121 грамм. Что приводит в бешенство любителей воздушных дырявых мышей, ведь современный человек не способен сдвинуть с места 120 грамм. Но Logitech пошел дальше и положил утяжелители в комплект мыши G502. Для того, чтобы владельцы могли более эффективно отбиваться от хейтеров. Ну, правда, из-за этого и цена стала поболее. Ведь мышь сложной формы и имеет один из флагманских сенсоров Logitech Hero. Razer Vasilisk X гиперскорость, oh shit. Имеет схожую форму с G502, но на самом деле вообще не то. В руке лежит не так комфортно, как хотелось бы, и имеет очень слабый передатчик. Поэтому будьте готовы купить удлинитель для беспроводной мыши. Но об этом чуть позже. В остальном же это вполне жизнеспособная мышь с хорошим сенсором POW 3369. Тоже хорошо себя показывает, никаких проблем не вызывает. Ну и под конец мы оставили специального гостя MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless Oh Shit Mouse. Не столь популярна, конечно, как другие сородичи, но в целом из вопросов вызывает только исполнение пластика. Потому что скрипы при нажатии отвлекают и нет чувства идеально сбитого устройства. А также использование micro USB в качестве кабеля зарядки, что вообще смешно,
в 2023 году неужели нельзя было поставить Type-C? Ну ладно, это я уже придираюсь. Также энкодер, то есть колесо, откровенно дерьмовое. Я вообще не понимаю, почему все мыши повсеместно не перешли на оптический энкодер, как у G502. Ну что есть, то есть. Смиряемся. Хват мыши удобен, а скольжение просто потрясающее, прямо с завода. Глайды супер кайфовые, вес всего 72 грамма. Кому как, но мне кажется маловато, ведь вес это надежность, как говорил Борис Хрен попадешь. И даже в мышах вес это надежность. Именно поэтому в G502 используются дополнительные грузики. Выбирайте G502. Так вы сможете отбиваться от всех лохов в PUBG. Отвалов в процессе игры и глюков не было ни разу. Сенсор PMW3389 работает тоже отлично. Модная станция зарядки и по совместительству удлинитель для передатчика в комплекте, что круто. И теперь уже перейдем к тому, что мы хотели донести. Современный беспровод не доставит вам хлопот. Он работает ничуть не хуже, чем проводные модели мышей. Однако будьте готовы поставить передатчик как можно ближе к мыши. То есть беспровод с проводом. А если у вас еще всякие беспроводные клавиатуры, наушники и так далее, то вообще готовьтесь к потенциальной драке между устройствами, если расположить передатчики впритык друг к другу. На самом деле абсолютно не важно, провод или беспровод, и в первую очередь при выборе мышки обращайте внимание на сенсор, если он не хуже, чем у G102. Далее переходите к выбору форм-фактора и весу. Вбивайте все хотелки в фильтры поиска и рекомендуем также закрыть глаза на бренды. Присматривайте варианты, но не спешите заказывать вслепую. Сходите, потрогайте устройство и там уже делайте осознанную покупку. Даже за небольшие деньги сейчас можно найти отличные варианты в магазинах на определенные буквы. Но все-таки, если у вас руки не из плеч растут, то, к сожалению, хоть за миллион купите мышь, она вам не поможет. Нагибать имею в виду в CS, PUBG, Fortnite. Со мной как-то играл паренек, у которого мышка рублей за 400 в лучшем случае. И комп уровня картошки. Но несмотря на это, он играл в 1000 раз лучше, чем я. Как говорил великий семьянин, главное это не машина, главное водитель. Друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Или не подписывайтесь, не ставьте лайки, как обычно. Будем ждать вас в следующем выпуске. Всем пока. Че ты шуршишь там? Тише. Хватит шуршать по мусоркам, шаришься. Че ты? Мышь! Посрался кот. Че, сам разберусь. Нихера себе мышь, да это крыса какая-то! Нахер,